Есть такое понятие в эзотерике, сегодня я хочу начать именно с него, которое называется понятием «неважно». Очень часто человек считает, что то, что он делает, это важный момент его жизни. Он считает, что его неприятности– это важно. Он считает, что зарабатывание или не зарабатывание– это важно. Он считает, что его тело– это важно. Он считает, что комплексы его– это важно. Он считает, что его худоба или его толщина– это важно. Он считает, что еда для него– это важно, что сон– это важно. А ведь, понимаете, все это является элементом зависимости. Когда человек считает, что это важно, и считает, что еду кушать вовремя это важно, то тогда он будет поправляться. Если он считает важным возиться со своими комплексами, то тогда эта важность комплексов заставляет его быть рабом комплексов. Если человек считает, что важно кушать вовремя, то он становится рабом еды. Вы представляете, быть рабом– это всегда плохо. Человек должен настроиться на понятие, при котором он должен научиться иногда говорить «неважно». Не хотите быть рабом еды, когда садитесь кушать, говорите «сейчас покушаю», но еда для меня– это не особо важно. Когда вы очень устали и говорите «мне срочно нужно отдыхать», скажите себе «да, я устал, я хочу отдыхать», но это тоже не важно. Таким образом, нас сразу начинает отпускать, и мы становимся совершенно, ну вот совершенно другими. У нас отпадает возможность психовать. Почему? Очень рекомендую, когда начинаете психовать, то вам для того, чтобы начать это делать, необходим человек или необходимо то событие, которое заставляет вас его анализировать. Это вызывает у вас агрессию, эмоционирование и психи. Как сделать так, чтобы этого не происходило? В тот момент, когда вы готовы на кого-то наорать и готовы кого-то воспитывать, скажите, это не важно. Таким образом, если вы считаете, что воспитывать ребенка постоянно это очень нужно, то вы становитесь рабом эмоций ребенка, и после этого вас это начинает раздражать. Как быстро от этого избавиться? Начните говорить, это не важно. То есть в тот момент, когда вы уже набрали воздуха и делаете так, и начать его воспитывать, для того, чтобы начать кричать на ребенка или его воспитывать, скажите себе, это не важно, и попробуйте этого не сделать. Таким образом, все, что человек делает и делает неосознанно, целиком связано с его плохой кармой. Таким образом, если вы хотите избавиться от своей плохой кармы, то в тот момент, когда вы хотите начать кричать или начать кого-то воспитывать, или начать кому-то что-то высказывать, или начать психовать, или начинать там что-то делать, скажите себе: неважно. И после этого вас это будет отпускать. Я вообще считаю, что правило 4 секунд, после которого говорится «неважно», решает многие вопросы нашей жизни. Таким образом, если вы хотите на кого-то наорать, задержите дыхание на 4 секунды. Раз, два, три, четыре. И после этого на выдохе скажите «это неважно». И вы избежите огромного количества проблем. Человек является рабом комплекса до того момента, пока он ощущает всю важность этого комплекса. В тот момент, когда у вас появляется комплекс или псих, произнесите себе: да это не важно вообще. Ой, как я выгляжу, все, вы раб того, как вы выглядите. Нужно сказать: так, какая разница, как я выгляжу, это вообще не важно. И после этого это вас отпускает навсегда. Смотрите, какой простой метод. Вы ложитесь спать и говорите себе: я не могу заснуть, не могу соснуть. Что нужно сказать? Да не важно, могу я, не могу, какая разница, буду лежать. После этого заснете. Говорить слово «неважно» – это как элемент принятия себя, это как зубная боль, которая мучает, мучает и мучает, мучает и мучает, а потом в какой-то момент человек машет рукой и говорит: да неважно, мучает, заколебало уже, все, надоело. В этот момент он либо засыпает, либо боль исчезает. Почему? Особенность нашей жизни заключается в том, что это возможность принимать те события, которые происходят. И слово «неважно» может являться ключевым фактором для изменения нашего восприятия окружающего мира. Естественно, если у нас есть психи, которые мы совершаем и не можем их контролировать, то я рекомендую применять элемент задержки дыхания на 4 секунды с дальнейшим произнесением слова «да, это не важно». Не представляете, это наверняка спасет огромное количество судеб. Вот смотрите, что бы могло произойти в тот момент, когда люди начали агрессивно вести себя, когда они там совершали какие-то поступки на площади, там, изменяли Конституцию и так далее. То есть что нужно было сделать одной и другой стороне? Нужно было глубоко вдохнуть, после этого досчитать до 4, махнуть рукой и сказать: да это не важно. И представляете, и тогда бы никто не погиб, и все бы мы жили счастливо,
как и раньше, и счастливы были бы точно так же, как и сейчас. В тот момент, когда вы ложитесь на кровать. Когда вы ложитесь на кровать, вы должны вслух или мысленно произносить себе слова: у меня расслаблено лицо. После этого должны пошевелить лицом, его расслабить. У меня расслаблена грудь. Пошевелить плечами и расслабить грудь. После этого сказать: у меня расслаблен живот. Пошевелить животом и его расслабить. У меня расслаблены руки. У меня расслаблена спина. У меня расслаблены ступни. У меня расслаблены. И так сделать один раз хотя бы. И после этого постараться максимально внушить себе, что вы расслаблены. Только после этого у вас начинается по-настоящему элемент расслабления. Лень и апатия возникает в тот момент, когда нам не ради чего жить. Что же может нас вдохновлять? Я очень часто говорю, что нас может вдохновлять то, ради чего мы что-то делаем. Вот смотрите, страх, нам страшно до того момента, если у нас нет предназначения своего действия. Допустим, мне страшно выступать перед публикой, но я буду выступать и сделаю это ради своих детей. Вот смотрите, выступать ради своих детей – это уже не так страшно. Страх, лень и апатия – это особенность отсутствия мотивации. Нужно всегда все делать ради чего-то. Не стоит делать все просто так, потому что просто так не приносит никакие плоды. То есть люди завоевывали победу и делали это ради победы, ради детей. Почему? Когда ты делаешь ради чего-то, то у тебя исчезает страх и апатия. Поэтому для человека очень важна мотивация. Это очень-очень яркое понимание жизни. Первая ошибка, скорее всего, вы, когда начинаете доводить до сделки, уже мечтаете, что с вами рассчитаются, и вы эти деньги на что-либо потратите. Совершаете первую ошибку. Женщинам очень свойственно помечтать еще до того момента, пока сделка произошла. Если, помните, я говорил в магии денег на своем семинаре о том, что в случае, если деньги тратятся в будущем, даже мысленно, то в настоящем они не зарабатываются. Таким образом, до момента, пока сделка не произойдет, о ней не должен никто знать, а также вы не должны эти деньги на что-либо ориентировать. Вы должны ради чего-то эту сделку сделать. Вы должны ее сделать ради благополучия своей семьи, ради своего здоровья. А на что конкретно вы потратите, не говорить. Таким образом, вы сможете эту сделку довести до конца. А также, если об этом знает очень много людей, то это никогда не происходит. Я очень рекомендую все-таки изучать философию школы и делать это так, чтобы в дальнейшем можно было еще и использовать. Таким образом, если вы после работы придете домой и там начнете радоваться тому, как растут дети, удивляться тому, как выглядят ваши близкие, радоваться и имеете возможность отдыхать, наслаждаться теми минутами жизни, которые у вас есть дома. Вот это и есть наша планка, которая в дальнейшем создает для нас условия зарабатывания денег. Везет тем, кто дома чувствует комфорт, счастье и внутреннюю наполненность. А если дома пошла, если жить не ради кого, если вот просто там, зачем ты это делаешь? Ну, не знаю, чтобы деньги были. Ну, зачем тебе деньги? В чем твоя цель? И человек эту цель не ставит, и каждое свое событие ничему не посвящает, то его жизнь это как жизнь лодки, которая имеет хороший корпус, имеет двигатель, но не имеет карты. И это в реке жизни или в море, или в океане жизни лодка куда-то плывет, и нету такой, и по идее могла бы куда-либо приплыть, но никуда не приплывет. Почему? Ну, потому что нет последнего назначения. Вот представляете, хорошая лодка, она выплыла из, я не знаю откуда, из Прибалтики, из Вильнюса, и она куда-то должна приплыть. Но карты нет. Даже карта есть, но капитан, видя большое количество городов, не может принять решение, куда же он хочет приплыть. Сможет ли он куда-либо плыть или сможет ли он куда-либо приплыть, несмотря на то, что и лодка хорошая, и море хорошее, и бензина много, и все паруса раздуты. Так и наша жизнь. Если жизнь или событие происходит бесцельно, оно ничему не посвящено, значит, оно ни к чему и не приводит. Это особенность нашей жизни. Я
Я всегда говорю о метацелях и метазадачах. Всегда человек должен ставить определенные метацели. Даже микрозадачи, допустим, я работаю, там, выставляю товар на выставке. Когда я выставляю товар на выставке, я посвящаю любую продажу или работу на этой выставке благосостоянию своей семьи. Помните, я говорил, продаешь, значит покупаешь или приобретаешь. Я посвящаю каждую продажу или каждую покупку, посвящаю своему материальному благополучию или своему здоровью, или там своей семье и так далее. Умного человека можно обмануть только один раз. Первый, и он же последний. Почему? Потому что умный человек делает выводы, и второй раз его обмануть на этом невозможно. Очень часто человек берет заложником своих фантазий людей, которые находятся рядом с ним, и начинает, даже сам этого не подозревая, этих людей обманывать. После этого обманывает людей, делает их рабами, после этого сами люди начинают от этого страдать, после этого такие фантазии приводят и одного, и другого к трагедии. Ну вот, я понимаю, что очень часто хочется верить в фантазии, но это не так. Сегодня была пара такая, которые приезжали ко мне и говорили: мы там, с нами работали энергетически, работали долго, но у нас за это время не только мужа выгнали с работы, деньги у нас исчезли, мы потеряли там 18 или 20 тысяч долларов, и нам нужно с кем-то энергетически работать. Я говорю, вы что, издеваетесь над собой или что? То есть с вами энергетически работали одни, другие, третьи, вас выгнали с работы, у вас очень плохо, вы еще хотите. Что с вами вообще? Что с вами? Да наоборот, креститесь и убегайте, сколько можно. Ну. Раньше я старался угождать конфликтным людям и на этом фоне терял большое количество добрых людей. Со временем я спохватился и понял, что обслуживая очень конфликтного человека, я теряю на нем очень большое количество времени. Поэтому сейчас в случае, если в моей жизни появляется конфликтный человек, то я его игнорирую. И в моей жизни количество людей, которых я начал обслуживать, увеличилось во много раз. То есть, если кто-то пишет, я ненавижу, ты какашка, там бла-бла-бла, то все, после этого я этого человека не вижу, не слышу, он для меня в игноре, и после этого я на него не обращаю абсолютно никакого. Трудности, не трудности, всегда удерживаю момент, который называется «получаю от жизни наслаждение и получаю от жизни удовольствие». И уж если быть на кого-то похожим, то пусть это буду я, как элемент чистой правдивости, толерантности, уважения, воспитания, присутствия семейных ценностей, любви и великолепных отношений к своим близким, к родителям, к семье, к любимой женщине, к родственникам и так далее. Есть такое понятие, которое называется ценности. Ценности человек выбирает себе сам. Вы знаете, почему мы знаем, что нельзя всовывать руку в мясорубку? Потому что кто-то до нас ее уже туда наверняка когда-то всовывал, правильно? А многие люди говорят так: я знаю, что мой путь это, я сама выберу свой путь, я буду вот все пробовать. Зачем, если уже кто-то до вас пробовал? Таким образом, если уже кто-то пробовал всунуть руку в мясорубку, зачем же вам это повторять? Просто это очень часто не могу понять. Когда человек говорит, не нужно это повторять, это не нужно делать. Человек говорят, нет, но я попробую, ведь все же пробовали. Ну, конечно, 1000 человек пробовали, они уже сказали, повторять не нужно. Нужно ли делать холотропное дыхание? Ребята, ни йогой, ни холотропным дыханием, ни ребёфингом не стоит заниматься без наставника. А если у вас есть наставник, спросите у него и скажите ему, несешь ли ты ответственность за то, что во время этих практик со мной что-то произойдет. А также задайте ему вопрос, если, не дай бог, я сойду с ума, или у меня остановится сердце, или у меня произойдет ухудшение моего физического состояния, будешь ли ты нести за это ответственность?
Оказывается, карма – это не что иное, как специфические страхи, которые есть у человека, которые передаются от родителей ребенку. Обычно это выглядит так. Почему обычно это выглядит так? Если мама боится чего-либо, то после этого ребенок тоже этого боится. Потому что мама пугается, тем самым обучает ребенка. После этого ребенок в ходе вот такого обучения получает вот такой рефлекторный страх. Страх, нерешительность, нежелание выговориться, замкнутость – это очень часто является элементами воспитательных работ, которые проводятся или передаются даже генами, и это и называется карма. Именно то, что передают нам наши родители, является нашей кармой. Каким образом карма преодолевается? Могу вам сказать. Вы, наверное, часто видите людей, которые реализованы. Это люди, которые чего-либо в жизни добились. Это, наверное, очень богатые люди. Это, наверное, очень успешные люди. Знаете, какая особенность есть у этих людей? Все эти люди преодолели страх. Чем чаще человек преодолевает страх в своей жизни, тем он быстрее избавляется от оков своей кармы. Если вы не преодолеваете страх и на фоне этого пытаетесь услужливо создать для себя даже мнимое состояние комфорта, то после этого вы проживете жизнь идентично своим родителям. Поэтому если вы живете и создаете для своего ребенка хорошие условия для жизни, очень комфортно этому ребенку, и у этого ребенка не возникает состояние, у него страхи не позволяют ему устроиться на работу, страхи не позволяют ему там что-либо в жизни делать, то после этого, находясь в состоянии комфорта, он ни к чему не будет стремиться, и после этого будет неудачливым человеком. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы или ваши дети, или что-то в жизни у вас произошло, найдите те страхи, которые вас больше всего мучают, и попробуйте их преодолеть. Каким образом? Любой страх, нерешительность, любая невыговоренность, это всегда преодолевается при помощи лишь одного действия. Какого действия? Страшно — сделай. Боишься — сделай. Чем больше вы страхов в своей жизни преодолеете, тем больше удовлетворения получите на протяжении своей жизни. Естественно, часто мы видим президентов стран, мы видим... Почему обычно президенты всех стран очень маленького роста? Кроме Шарля де Голля, да? Давайте для того, чтобы быть доказательным, я даже перечислю некоторых из таких не особо больших. Владимир Ильич Ленин. Рост был у него до метра 60 сантиметров. Владимир Владимирович Путин. Рост до метра 60 сантиметров. Берлускони. Рост до метра 65 сантиметров. То есть можно ли сказать, что эти мужчины очень высокие? Наверное, нельзя сказать, крупные. Наверное, нельзя сказать, что они крупные. Но почему же такие обыкновенные люди внешне стали такими значимыми людьми и стали такими влиятельными людьми в своей жизни? Объяснение этому есть. Скорее всего, желание преодолеть свои страхи привело этих людей к тому, что желание преодолеть страхи, которые были созданы на фоне, наверное, маленького роста, в дальнейшем переросли в привычку преодолевать свои страхи, которые были стимулом для того, чтобы жизнь этих людей развернулась так, как им хочется. Поэтому, если вам страшно позвонить, позвоните. Если вам страшно познакомиться, познакомьтесь. Если вам страшно что-то сказать, скажите. Почему? Почему? Чувства всегда обманчивы. Почему? Чувства и есть манипуляция. Таким образом, если вы чувства свои чувствуете, насколько вы можете идентифицировать, насколько они важны и насколько они вам нужны. При этом я могу вам сказать, что вы можете с легкостью попасть на манипуляцию. Почему? Человек пришел и говорит: ты мне очень нравишься, Оля, займи мне деньги. Вы послушали свои чувства, которые вам говорят: мне тоже нравится Петя, я ему займу деньги. После этого Петя отключил телефон, исчез. Тогда ваши чувства вас обманули. А ведь здравый смысл тогда говорил: не нужно ему давать деньги. Тогда скажите, для человека что важнее, здравый смысл или чувство? Я вам могу сказать, здравый смысл важнее. Поэтому, когда человек говорит: главное это почувствовать, я обычно начинаю улыбаться. Почему? Потому что чувство обычно это ловушка нашего сознания, и чувство не гарантирует вам успех. Поэтому
Второй элемент, который тянет вас или делает вас подобными вашим родителям, или заставляет вас повторять судьбу ваших родителей, это возможность чувствовать, как ваши родители, и повторять их судьбу. Понятно? Почему? Не надо слушаться чувства. Миром управляет сознание человека. Почему? Сознание человека – это опыт, это знание, и сознание человека – это большое количество информации. Чем больше информации, тем больше у вас духовных сил. Таким образом, если человек становится специалистом в своей области, если не поддается своим чувствам, то тогда он не поддается манипуляциям. Какой третий элемент, который мешает человеку жить счастливо? Третий элемент – это гормоны. Третий элемент – это гормоны. Человек очень часто поддается манипуляциям своих гормонов. Вместо того, чтобы трезво и здраво воспринимать окружающий мир, человек начинает поддаваться гормонам. И гормоны, естественно, делают его сознание неуправляемым. Естественно, такое происходит с мужчинами, когда наступает весна. То есть мужчина не может никак сдержаться, потому что гормональный фон зашкаливает, и у мужчин тестостерон выделяется хаотично и стихийно, и часто мужчины совершают ошибки. Но многие женщины совершают ошибки, ну не многие, а ряд женщин совершают ошибки, которые говорят, он не изменил весной и прощения ему нет. Очень напрасно, потому что в целом в этом, это плохо, конечно, но мужчина может быть просто слабохарактерным, недостаточно сосредоточенным, возможно, где-то уставшим, возможно, разочарованным тоже, и это может заставить его совершить вот такую оплошность или такой поступок. Тем не менее, могу сказать, чем крепче у человека сознание, тем ярче у человека возможность противостоять чувствам, которые являются всегда манипуляцией. И, наверное, нету ничего более плохого для человека, чем бесконечное обвинение себя в чем-либо. Почему? Бог создал так людей, что Он никого ни в чем не обвиняет. Вы представляете, никогда еще не видел пальца из неба, который бы трусил перед нами этим пальцем и говорил, накажу, если сделаешь. Тем не менее, могу сказать, что Бог не является ни для кого судьей. Вы представляете, мы просто живем и ничего не происходит. Почему? Потому что если бы Бог был для человека судьей, то тогда ему необходимо было бы, люди бы чувствовали себя подсудимыми. Они не чувствуют себя подсудимыми. А человек начинает становиться судьей по отношению к окружающим людям. Тогда фактически, если человек делает вокруг себя людей обвиненными, а себя считает судьей, то тогда фактически он живет в процессе, при котором он судья, а вокруг одни подсудимые. А скажите, хочет ли человек, который подсудимый, слушать судью? Тогда я могу дать вам совет. Этот совет звучит так. Никогда в жизни не обвиняйте себя и никогда в жизни ни за что не обвиняйте окружающих людей. Что бы вы ни сделали, все правильно. Почему? Потому что вы ни при чем. Почему? Могли повлиять гормоны, манипуляции, эзотерика, там еще что-то. Поэтому я могу сказать, что бы ни было в вашей жизни раньше или что бы ни происходило, для сегодняшнего дня это не имеет никакого значения совершенно. Тогда скажите, зачем искать, почему это произошло? Почему? Для того, чтобы найти возможности это не делать, если находить то, чего у вас нет, или то, ради чего можно не делать, то этого всегда будет больше, чем одно условие, при котором вы бы могли это сделать. Согласны? Вот смотрите, я не буду это делать. Почему? Вот как у меня. Я хочу сделать этот стаканчик. И после этого я говорю себе, так, нужно интуитивно проработать. Как же я этот стаканчик буду продавать? И после этого я начинаю говорить, этот стаканчик не нужен этому социуму. Почему? Потому что люди не хотят пить с пластмасс, с бумажных стаканчиков, потому что люди не хотят пить кофе вообще. Кто будет этот кофе покупать? Где я буду продавать этот стаканчик? Ну и начнется у меня, где найду такую краску, где найду такую картонку, где найду такое дно, как я его скручу.
у людей нет денег, этой страной управляет непонятно кто, меня сразу же придут проверять, мне нужно ЧП, наверное, нужны какие-то сертификаты, пройти какие-то гигиенические исследования, мне нужно там куда-то это складировать, а это нужно уже покупать большое производственное помещение, где-то это должно, оно же сразу не продастся, если я выпущу 10 тысяч штук, куда же я это все дену, а я же много не смогу продавать, это мне нужно будет бухгалтера нанимать, а если бухгалтера еще нужно какой-то контроль, а я не знаю, как делать это, зачем мне нужен этот стаканчик? Не буду я делать этот стаканчик, да? Знакомая история, да? Очень часто, когда человек говорит, я хочу что-то сделать, то он должен делать это просто так. Я хочу сделать стаканчик. Почему? Потому что есть тысячи людей, которые хотят из этого стаканчика пить. Да, все, задача есть, цель поставлена. Если вы бизнесмен, то сразу же вы говорите себе, не что я хочу сделать, а в этот момент вы должны сказать, кому это нужно. Вы понимаете, нет никаких проблем для того, чтобы вырастить картошку. Но есть проблемы, кому ее продать. Согласны? Нет проблем, наверное, сделать вот этот стаканчик, но сразу же создается вопрос, куда этот стаканчик можно деть. Так вот, я хочу вам дать совет. Обычно человек совершает ошибку. Он сначала делает стаканчики, а потом думает, кому их продавать. Или сначала он начинает занимать деньги, выращивать в подвалах картошку, а потом думает, как ремонтировать подвалы и куда девать эту картошку. Да? То есть человек делает все наоборот. Я хочу вам сказать, любой бизнес начинается с маркетинговых исследований. Сделать маркетинговые исследования очень несложно. Вы берете, заходите в WorkStat, это такая система, и там пишете, куплю оптом огурцы, если вы собираетесь огурцы выращивать. И пишите там Киев или Киевская область. Если вы с Краснодарского края, пишите Краснодарский край. Вот если запросов больше 1000, тогда есть смысл заниматься. Если меньше 1000, смысла нет. Смотрите, нельзя открывать бизнес для того, чтобы отдать долги. Почему? Если вы отдали деньги в будущем, то тогда они в настоящем не заработаются. Почему? Особенность времени заключается в том, что это прошлого нет, а настоящее и будущее есть всегда. Поэтому, когда человек работает в настоящем, он должен знать, что все, что в настоящем он делает, это будет в будущем. Не в прошлом. Прошлого нет, оно похоронено. Таким образом, даже если я ориентируюсь психически на то, что я заработаю и отдам, то тогда вы в будущем уже потратили, и тогда вы в настоящем это не заработаете. Тогда нельзя открывать бизнес ради того, чтобы отдать что-либо кому-либо. Понятно? Такого не произойдет. Также никогда не ждите предложений никаких. Почему? Мир так устроен, что каждому хочется для своей семьи что-либо создать. Таким образом, человек создает, берет, и настроен он должен быть на то, чтобы брать больше, чем отдавать. Почему? Наша судьба такая, понимаете? Нужно стараться брать еще чуть-чуть больше и стремиться к тому, чтобы брать еще чуть-чуть больше. Также нельзя быть никогда удовлетворенным. Почему? Всегда будьте по отношению к своей жизни немножечко неудовлетворены. То есть как бы хорошо не было, старайтесь сделать так, чтобы было еще лучше. Сколько бы вы денег не заработали, старайтесь сделать так, чтобы вам хотелось еще больше. Что бы вы ни сделали, старайтесь сделать так, чтобы вам хотелось еще чуть-чуть больше. Таким образом, стремясь или движение, которое возникает за счет вашего стремления, будет иметь возможности создавать для вас что-то новое с вашими пожеланиями. А так, я хочу прожить, но мне всего хватает. Зачем же тебе давать, если у тебя всего хватает? Или человек говорит, ну я живу, вот хочу, чтобы у меня это было. Ну зачем тебе давать, чтобы это было? Хорошо, гипотетически. Теперь у тебя это есть. И что? Ну все, я достиг этой цели. И что? Ради чего это было? Детей у тебя нет, мужа у тебя нет. Для чего это? Просто, да? Почему? Особенность любого бизнеса заключается в альтернативном восприятии, которое должно действовать на глаза, на уши, на нос.
Вот смотрите, как я бы выбирал. Когда я начал это все рассматривать, я начал понимать, какие из этих систем влияния можно использовать с определенной эффективностью. Обнимание можно? Нет, наверное, да. Но можно же использовать звук? Можно, да. Таким образом, живая музыка привлекла бы, особенно вечером, аккордеонист, в баночках красивые свечи, итальянская кухня, и там кто-то, кто раскручивает эту пиццу. После этого на эти стулья бы не садились, шли бы к ним. Почему? Это и романтичнее. Леся, помнишь, да? И мы даже прямо сразу раз представили, вы представляете, 100%. Даже я бы встал вот так и ушел бы к ним, потому что там место прямо диктовало вот такую романтичность, и там не хватало только аккордеона и французской музыки. Вы представляете? Прям вот не хватало. И если бы там были гитаристы, там были эти на губной гармошке играли, еще кто, дудочки и так далее, но ни одного аккордеониста. А насколько это красиво, вы представляете, аккордеон настоящий, красивый человек в красивой одежде, ухоженный и так далее. И вот в такой подворотне аккордеон играет, представляете, я бы на звук пришел, и с любимой женщиной бы потратил бы деньги. Но они стояли вот так. Почему? Потому что они повторяли ошибку соседнего ресторана. Конкурировать на том, что они знают. Невозможно конкурировать на том, что знаешь. Почему? Вот смотрите, сейчас если будет плоский стаканчик, с которым продают все люди, и есть рифленый стаканчик, какого теперь не хватает стаканчика? Волнистого, треугольного, квадратного. Какие арбузы нужно продавать? Зеленые, желтые, красные, понимаете, с надписью «Любовь», там, я знаю, понимаете. То есть что нужно? Людям нужно что-то новое, понимаете. Вырастить, вы напрасно очень смеетесь. Если на арбуз, который растет у вас где-то, прицепить сердечко из клеенки, то тогда он вырастет, и сердечко будет белое, оно не окрасится. Тогда смысл есть такое сердечко. И представляете, огромное количество арбузов лежит, и все с сердечками. И рядом торгует человек арбузами, где сердечков нет. Какой выберите? Квадратный. Квадратный. Сердечком выберите, правильно, да? То есть человек всегда должен немножечко с другой стороны смотреть на окружающий мир. Почему мужчины и женщины становятся дурными и деспотами? Могу объяснить вам. Потому что в семье начинает отсутствовать «мы» и начинает присутствовать обучение, воспитание и обвинение. Что такое иметь духовную силу? Духовную силу иметь – это значит не обвинять, не воспитывать и не обучать. Без денег. Почему? Они же близкие, а вы пытаетесь их в чем-то обвинить. Попытайтесь определить, насколько часто вы кого-то в чем-то обвиняете. Часто это происходит. Вот если это очень часто, то тогда вам плохо. Если это не очень часто, тогда вам хорошо. Если это невыносимо часто, тогда вам конец. Почему я придумал мантру школы «Я при чем»? Потому что она не дает возможность принять обвинение в свой адрес. Понимаете? Но если вы умудрились не принимать обвинения в свой адрес, то тогда старайтесь сделать так, чтобы еще и никого не обвинять. Почему? Богом создана судьба для вас, она ваша персональная. Таким образом, кого обвинять, если это создано Богом для вас? Правильно? Старайтесь жить так, чтобы никого ни в чем и никогда не обвинять. Если вам все-таки хочется кого-либо в чем-либо обвинить, я могу научить этого не делать при помощи слов таких. Что-нибудь придумаю сейчас. Человек, допустим, вас раздражает, и вы говорите: да хватит уже, что ты как дурак постоянно дергаешь своей ногой. Как это быстро можно все изменить? Говорите: он так мило дергает ногой. Разница имеется, да? Посмотрите, с позиции он так мило дергает ногой, легче воспринимается, чем ну ты дебил, заколебал уже ногой дергаешь. Он все время как нервный дебил какой-то дергает ногой, да? Скажите, так легче, если человек смотрит, она на него и говорит: ой, он так мило дергает ногой, как ребенок. Смотрите, легче воспринять, чем: ой, блин, заколебал он, хватит дергать ногой, как дурак вечно, то губу грызешь, то ногой дергаешь. Смотрите, разница имеется, да? То есть, если человек смотрит на другого человека, тот грызет себе там губу, глазом дергает, там воняет очень сильно. И
Говорите про себя, надо же, он так мило пахнет, как ребенок, который не мылся уже 100 лет. Да? Разница есть в этом всем, да? Почему нет? Да? То есть это создает разницу, это, вы понимаете, это может раздражать, а это может мило вдохновлять или мило радовать. Да? Если человек говорит, ой, это так мило, он все время дергает как головой вот так, да. При этом вы не обвиняйте. Представляете, так легче жить, не обвиняя. Наверное, легче. Или говорите, надо же, описался, молодец какой, теплее зато будет. Очень важно стараться максимально и сильно помогать своей семье материально. Старайтесь на первое место ставить ценности семейные и старайтесь для семьи делать как можно больше каких-то свершений. И для мужчины, и для женщины, которые живут в одной семье, не должны присутствовать кто-то еще. Они должны сосредоточиться на своих детях, они должны сосредоточиться на том, чтобы сделать как можно больше для семьи, и они должны создать одну мотивационную цель, над которой будет работать и муж, и жена, и когда вырастут дети, еще и дети будут работать. Чтобы вы понимали, так появились семьи Рокфеллеров, так появились в свое время семьи очень значимых людей, которые до сих пор управляют и социумом, и людьми. Таким образом и происходит формирование и обретение того, что человеку постоянно, как правило, не нужно. Обретение самого большого алмаза, бриллианта и драгоценности, обретение семьи. Навсегда избавиться от долгов. Давайте сейчас рассмотрим, почему долги возникают у человека. По моему мнению, долги являются следствием обмана. То есть человек начинает обманывать себя. Каким образом это происходит? Живет непосредством, обманывает других, близких или чужих людей. Даже я могу сказать, что, по моему мнению, наверняка дети, которые или мужчины, или женщины, которые склонны к тому, чтобы обманывать или врать просто так, больше склонны к тому, чтобы у них образовывались долги. Я считаю, что главная причина появления долгов – это ложь. И я считаю, что обман в любом виде рано или поздно приведет к долгу. Таким образом, если долг — это Гордиев узел, и для Гордиева узла, наверное, помните эту историю, необходим Александровский меч, то вот этим мечом является правда. Каким образом необходимо выйти из долгов? Нужно сказать себе правду. Также не стоит врать тем людям или тем инстанциям, которым вы должны. Третье. Обязательно говорите, что если у вас нет денег, вы не можете отдать, не знаете, когда вы их заработаете, несмотря ни на что, говорите именно так. Денег у меня нету, когда я их смогу заработать, я не знаю, отдать я сейчас не смогу, ждите, когда я буду зарабатывать, и тогда я смогу вам отдавать. Вы должны знать. Есть закон эзотерики, он звучит так: за правду не наказывают, а за ложь наказывают. И еще ложь порождает ложь. Таким образом, как накручиваются долги? Человек говорит, завтра отдам, зная при этом, что он завтра не отдаст. Ситуация ухудшается, то есть появляется агрессия. Потому что любая ложь увеличивает агрессию по отношению к человеку. Необходимо говорить правду. Каким образом? Как есть. Представляете, очень хорошая есть пословица: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так вот, чем больше будет лжи, тем больше агрессии в дальнейшем появляется по отношению к человеку. Как необходимо говорить? В случае, если нет, ничего необходимо говорить. Ничего нет, отдать не смогу, делайте, что хотите со мной. Я хочу вам сказать еще раз этот закон, поверьте мне. За правду не наказывают. Именно поэтому старайтесь говорить правду. В случае, если человек говорит правду, к нему агрессия исчезает, и к человеку начинают относиться хорошо. Один раз поверив в это, вы отдадите все свои долги. Также всегда помните, что за ложь наказывают, а ложь является и обман является следствием долгов.
Отдача долгов всегда должна начинаться с намерения отдавать данные долги. Старайтесь это делать даже с маленьких сумм. Когда вы занимаете по чуть-чуть или сразу много, то вы не можете отдать сразу всю сумму. Почему? Потому что когда человек должен отдавать, то тот человек, кто отдал этому человеку деньги, он хочет получить всю сумму. А человек, который не умеет зарабатывать, у него не получается, или он решает какие-то вопросы, или какие-то проблемы, дыры, там, на здоровье взял и так далее, он не может зарабатывать. Почему? Он нарушает один из принципов эзотерики: деньги занимая в будущем. Если деньги взять как бы из будущего, то в настоящем ты становишься должником. Тем самым в настоящем ты их не заработаешь, так как в будущем или взяв их из будущего, ты их уже потратил. Именно поэтому я часто говорю, что когда деньги берут в долг, то лишаются работы, лишаются заработка, бизнес разрушается и так далее. Естественно, я могу сказать, что в случае, если вы берете деньги в долг, помните, вы роете себе яму. Человек, который занимается профессиональной эзотерикой, знает о том, что долг или в долг брать нельзя. Всегда, абсолютно всегда, максимально необходимо тотально рассчитывать на свои силы. Человек должен рассчитывать на свои силы и не покупаться на манипуляции государства или манипуляции частных лиц или еще каких-либо, которые предлагают, заставляют брать человека в долг. Когда человек, не соображая, как это будет, начинает брать в долг, потом сам понимает, что он отдавать не может, потому что все это прекрасно знают. И после этого начинаются вот такие тяжбы, когда человек все теряет. Хочу вам сказать, как отдаются долги. Подобно тому, как вода камень точит, помните эту пословицу, также и с нашими или вашими долгами. Человек должен иметь намерение отдавать этот долг. Это намерение заключается в том, чтобы даже малую сумму необходимо было бы отдавать. Ставьте приоритеты отдавания долга на первое место, даже выше приоритетов выздороветь или выше приоритетов необходимо детям кеды и так далее. То есть необходима там еда, мы же не можем без еды и так далее. Ограничивайте себя максимально до того момента, пока вы не справитесь со своими долгами. Помните, что долг умножается на долг, умножается на долг, и эти долги растут каждый год. И долг обычно имеет способность такую увеличиваться со временем. Об этом я обычно рассказываю на своей первой ступени. Если кто-то не знает, я очень рекомендую пройти первую ступень, которая выложена в YouTube. Вы можете вбить сейчас в поисковик Андрей Дуйко «Первая ступень школы Кайлас. Первый день» и просмотреть всю информацию, которая касательная долгов, отдачи долгов, методичек или эзотерических практик, при помощи которых можно эти долги убирать и так далее. Тем не менее, вот смотрите, вы должны 100 тысяч долларов, но вы зарабатываете на протяжении одного месяца только 6 долларов. Вы из этих 6 долларов должны отдавать хотя бы там 3, 5, 10%, хоть какую-нибудь сумму. Естественно, вы должны встретиться с человеком, которому вы должны, и должны отдать этому человеку эту сумму, даже если она чрезвычайно мала. Почему? Еще раз, вода камень точит. Намерение отдавать долги в дальнейшем поможет вам заработать эти деньги и отдать долги. Так было практически у всех. Среди приоритетов долг должен стоять на первом месте. Для того, чтобы люди хотели уходить из вашей квартиры, мысленно дарите им любовь, тогда они не захотят к вам никогда приходить. Понятно? Хочешь сделать так, чтобы люди тебя ненавидели, дари им мысленно любовь. И после этого они начинают тебя ненавидеть. Понятно? Приходите устраиваться на работу, дарите любовь, знаете, вас на работу не возьмут. Подарите таможенникам любовь, вас остановят таможенники и проверят все, что у вас есть. Вообще, самая большая глупость, которую придумал человек, это использовать эзотерическую практику, даря окружающему миру свою любовь. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди к вам не ходили в гости, используйте магию, мысленно дарите им свою любовь. Можете даже сказать им пару раз: я дарю тебе свою любовь. И после этого они вас уже искренне будут ненавидеть и вам не будут звонить.
Я давно уже это использую. В случае, если даришь людям любовь, они после этого к тебе в гости больше не приходят. Так удобно. А если сесть и час дарить любовь, то он начинает тебя искренне ненавидеть. Вы представляете? Смотришь, он тебя искренне ненавидит. А можно ли искренне ненавидеть человека для того, чтобы он тебя любил? Тогда. Я вообще считаю, что огромная проблема для мужчин и для женщин, которые проживают в постсоветском пространстве, она заключается в том, что женщины стали достаточно доступными. И женщина, она в априори не должна быть доступная. Почему? Потому что когда женщина становится недоступной, то мужчина хочет ее завоевать, хочет быть лучшим, и это заставляет его быть более, наверное, предприимчивым, а также более сосредоточенным, более решительным, более отважным. Таким образом, в тот момент, когда женщины стали доступными, в этот момент мужчины стали более ленивыми, а также более, наверное, трусливыми. Я вам могу сказать, если вы хотите, чтобы вас выбирал мужчина богатый или выбирал мужчина состоявшийся, то сделайте так, чтобы у вас была стоимость вас как женщины. Что это такое стоимость как женщины? Я считаю, что мужчина, который может просто так пригласить женщину и просто так с этой женщиной переспать, я считаю, что такая женщина в дальнейшем ухудшает свое материальное благополучие, так как ее стоимость очень снижается. И те мужчины, которые будут в ее жизни попадаться, это будут мужчины, которые будут видеть в ней очень доступную, ну и, как правило, бесплатную женщину. То есть не захотят в нее вкладывать. В этом особенность женщины. Нельзя делать просто так. Женщине категорически, катастрофически нельзя быть доступной. Таким образом, вы можете воспитать целую культуру благодаря своему примеру. Женщины, которые не дают возможности мужчине быстрых отношений, эти женщины в дальнейшем достаточно хорошо сами реализовываются, у них жизнь складывается совершенно по-другому. Не получается, не нравится то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Женщина не должна быть доступной. Если в нашей стране появились доступные женщины, а это появилось, потому что начала пропагандироваться порнография, начали пропагандироваться ночные сеансы каких-то порнографических фильмов, вы понимаете, правдивой информации найти нельзя, но зато порнографии найти можно в очень большом количестве, очень много. Таким образом, цензура, которая должна была бы за этим смотреть, она почему-то не смотрит. Если поехать в такую страну, как Египет, то никогда в жизни ты не зайдешь ни на один порнографический сайт, но зато, когда ты приезжаешь на территорию Украины или на территорию России, которая постоянно говорит, ну, это очень плохо, почему-то ничего не делает за тем, чтобы снять такую информацию, которая называется порнографией. Вопрос, почему? Это связано с тем, что воспитывают в женщинах доступность, а воспитывают в мужчинах лень. Потому что если бы женщина была недоступна, мужчине бы пришлось очень сильно работать для того, чтобы создать себя как мужчину, для того, чтобы стать мужчиной реализованным. И после этого добиться ту женщину, которую хочется, и после этого посвятить ей свою жизнь, как раньше было во времена Средневековья, когда мужчины добивали своих женщин, когда мужчины стремились реализовать себя, когда старались сделать так, чтобы женщина восхищала. Где сейчас те женщины, которыми могут восхищаться? Это женщины, которые выставляют на обложках свою голую грудь и голую попу или наполовину в неглиже на пляже. Это же нехорошо. Ведь таким образом женщина становится доступной, и после этого женщина обижается на тех мужчин, которые пишут, насмотревшись порнографии в интернете: привет, там, хочешь, я с тобой познакомлюсь, приеду на один раз. Так вот, никогда не говорите «хочу». Никогда не говорите. Нужно сказать: я понимаю, что ты черствый, что насмотрелся порнографии, но начни за мной ухаживать, дарить мне цветы, начни меня добиваться, начни водить меня за ручку, вздыхай. Пусть я буду сидеть у тебя на ногах на лавочке на улице, даже не в ресторане, целоваться под лампой какой-нибудь. Ну, это все должно быть. Нельзя так, чтобы вот сегодня познакомились и завтра уже легли в постель. Даже если букет цветов очень большой, его нельзя донести, то нужно его оставить в отеле и где-то погулять. Такая особенность. Стройте отношения.
Отношения должны строиться так, чтобы они были сложными, чтобы это была медленная возможность человеку, мужчине и женщине, завязать свою судьбу. Судьба завязывается маленькими узелками. Мужчина нравится женщине, женщина мужчине. После этого начинает ухаживать, не быстро между ними что-то происходит. После этого завязываются семейные отношения. И после этого только семья появляется, и в этой семье начинают мужчина и женщина друг друга ценить. Так, сексуальность – это то, что необходимо женщине, и то, что совершенно не нужно мужчине. Я считаю, что мужчина, который считает, что он сексуальный, стремится стать женщиной, и в дальнейшем его ждет гомосексуализм. Таким образом, если женщина хочет быть сексуальной, для нее это нормальный процесс. Поэтому женщина может подойти к женщине и сказать: надо же, Надя, у тебя такие красивые губы. Да, там, Лиля, губы красивые. Но ни в коем случае нельзя делать так, чтобы мужчина к мужчине подошел и сказал: Ваня, у тебя такие красивые губы, знаете, ну это же нехорошо, ты такой сексуальный, это же неправильно. Таким образом, если мужчина хочет быть сексуальным, то он хочет быть шутом или гомосексуалистом. Мужчине не нужно быть сексуальным, для него гораздо важнее быть реализованным. Если женщина чувственная, то для любой женщины, которая чувственная, принимать решения очень сложно. Чем обладают женщины и чем не обладают мужчины? Мужчины не обладают двумя элементами: чувственностью и фантазией. Женщине и первое, и второе присущи. Таким образом, если женщине дать возможность фантазировать, то она может нафантазировать все, что хочет. Таким образом, могу 100% сказать, что мужчина не обладает той чувственностью, которой обладает женщина, и не обладает той фантазией, которой обладает женщина. И после этого вот скажите: мужчина, который живет рядом с женщиной, говорит женщине: ты должна принять решение. Он говорит, не понимая о том, что рядом с ним находится женщина. Почему? Если у женщины появляется много чувств, то к этим чувствам вплетается огромное количество фантазий. Разобраться, где правда, где ложь, ни одной женщине не будет ни под силу. Таким образом, в случае, если женщина раскочегарила свои чувства, там находится сублимированная энергия соединения чувств из фантазии, и принимать в этом решение это невозможно, потому что чем больше чувств, тем больше мыслей, чем больше мыслей, тем больше фантазий. Мир и реальность может стираться порой для женщины, и после этого там принять решение она не сможет. Таким образом, мужчина говорит: я приду, она что, не видит, что я к ней просто прихожу, просто так ею пользуюсь и ухожу. Мужчина козел, а женщина, которая принимает, самая несчастная женщина на земле. Она себе фантазирует до следующего. Это, знаете, как в этом анекдоте, когда мужчина говорит, там, снимает пиджак, и на белой рубашке губная помада. И женщина говорит: это что такое? Он говорит: ну, секретарша нечаянно там несла кофе, уронила. После этого еще что-то там, после этого снимает одежду целиком и остается в женских трусах. И она смотрит на эти женские трусы и говорит: а почему ты в женских трусах? Он говорит: ну ты же у меня умная, вот и придумай что-нибудь сама. Понимаете, почему? Если женщина умная, это не значит, что она умная или нет. Это просто любящая женщина может дофантазировать. Или женщина, которая имеет много чувств, она может немножечко дофантазировать. И это не обязательно, что она хочет соврать. Это просто так устроена женщина, где много чувств, много фантазий. И не всегда это настоящие фантазии. Так женщины могут дорисовать себе, что мужчина, который ее не знает, уже с ней живет, и она от него детей родила. Так женщина может дофантазировать себе что-то. Так она еще не встретилась или походила за ручку, но она уже считает, что это мужчина, который проживет с ней всю жизнь, что они закажут свадьбу обязательно во Франции и так далее. В джекпот может выиграть только тот человек, кому джекпот принадлежит. Нет других людей, которые могут выиграть джекпот. Джекпот – это только тот человек, который это все создает. Неужели вы взрослые, а в сказки верите? Как исполняется желание? Сначала вы не выйдете за миллионера, если у вас есть долги. Почему?
Потому что миллионер энергетический хочет такого же человека энергетически, как сам. А вы глубоко несчастный человек и хотите замуж или жениться там на миллионере. Ну почему так должно произойти? Жизнь же она сводит, знаете, несчастных с несчастными, убогих с убогими, алкоголиков с алкоголиками, алкоголицами, наркоманов с наркоманками, сексуально обезумевших, сексуальными какими-то еще обезумевшимися. То есть это все жизнь такая, она сводит людей. Говорят, два сапога пара, знаете. Очень часто это очень-очень так происходит. Мужчина и женщина, они заслуживают тех людей, которые с ними живут. А если не заслуживают, а ну-ка скажите, не слышит? Вы, Татьяна Моисеенко, негодяйка. Негодяйка, серьезно. Какашка и негодяйка. А теперь скажите, вы слышите, как приставка «не» на вас не действует? Вот так незаслуженно я вас оскорбил, представляете? Почему не действует? А вот я оскорбил вас, видите, и прошу прощения. А другое, не оскорблял я вас, видите, действует она или нет? Действует, слышим ведь это. Таким образом, любые слова действуют, они действуют не на подсознание, наше сознание, формируя синаптические связи. А тот, кто придумал понимание подсознания, в этом совершенно не разбирался. Раньше женщины жили так. Они считали, что мужчина – это тот человек, у которого есть работа, тот, кто зарабатывает деньги, тот, кто стремится обучаться, тот мужчина, который к чему-то стремится, хотя бы как-то крутится в жизни. А почему-то сейчас вдруг в среде женщин начали говорить такие слова: «Да, я живу с мальчиком». А это еще что такое? С каким мальчиком? Когда женщина говорит «я живу с мальчиком», она его несерьезно воспринимает, потому что это два разных понятия – мальчик и мужчина. Мужчина – это тот человек, кто может заступиться, тот, кто может организовать семью, тот, кто хочет сделать семью, и тот, кто за семью положит свою голову, и каждое свое событие, бизнес и так далее он посвящает своей семье. Почему семье? Потому что это мужчина, понимаете? Мужчина от слова мужественный, но он должен быть мужественный, если его что-то восхищает. Помните Дон Кихота? Его в свое время восхищала на подвиге Дульсинея Тобоско. Таким образом, можно сказать, что для каждого мужчины его жена является прообразом вот такой Дульсинеи и очень сильно, наверное, восхищает. И за счет этого мужчина очень к чему-то стремится. А что значит восхищать? Запомните эти слова. Мужчина с женщиной по-разному воспринимает окружающий мир. Наверное, Дон Кихот приезжал к Дульсинее, и она его восхищала. При помощи какого слова? При помощи слов восхищения. Таким образом, если вы хотите, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина, начните этим человеком восхищаться по-настоящему. Говорите, какой ты у меня особенный, как ты у меня хорошо работаешь, что ты еще делаешь, молодец, как ты это хорошо сделал, ты еще вот это сделал, какой же ты молодец. Вот восхищайтесь им. Один раз присел, говорите, надо же, какой же ты молодец. Так тихо крышку в туалете закрыл, или смыл за собой, или обувь положил ровненько, какой же ты молодец, надо же, я просто восхищена. Без издевательства, потому что считается, что если человека кто-то клеймит или каким-то образом заклевывает, то тогда восхищение не будет происходить. Помните, я вначале сказал о Дон Кихоте. Дон Кихот, его восхищала Дульсинея Тобоская. Чем она его восхищала? Она, наверное, ему говорила слова восхищения. Она восхищалась им, тем его и восхищала. Соотнесите слова «восхищала», «восхищался». Эзотерика – это наука для людей, у которых уже нет шанса. То есть это эзотерика, это когда человек приходит в эзотерику, это человек, который уже везде потерялся. То есть у него мозги не работают, тело отказывает, в любви не состоялся, везде все очень плохо. И после этого он меняет свою жизнь при помощи применения практик эзотерики. Так вот, наша эзотерика, эзотерическая школа Кайлас, она отличается от остальных видов эзотерики, она отличается своей философией.
Если человек не практикует философию, а ее можно практиковать и можно прочитать, и о ней забыть, то после того, когда он не практикует философию и использует методы, которые вычитывает или высматривает на первых ступенях или остальных ступенях, и после этого придумывает личную мантру или получает личную мантру, или использует какие-то методы, то они работать и действовать не будут. Хотите вы этого или нет. Потому что самое важное в моей школе, я об этом говорил, повторял и буду повторять всегда, это наша философская традиция. То есть у нас есть яркая философская традиция, мы идем по этой яркой философской традиции или для кого-то не яркой, и мы ее придерживаемся. А практики и эзотерические методы – это то, что нас подталкивает, как бы доливает в наш двигатель внутреннего сгорания дополнительную энергию для двигателей, которые должны плыть по реке жизни. Таким образом у нас и формируются наши методы. Если вы хотите, чтобы методы вас меняли, то они вас не поменяют, они сделают только хуже вам. А еще, если вам эзотерика не нужна, зачем ее практиковать? Разве мало в мире интересных занятий, которыми можно заниматься? Я мечтал просто создать препарат, который будет иметь ярко выраженное противовоспалительное действие. Я этот препарат создал. Я считаю этот препарат революционным. Это препарат, который имеет название Instamax. Данный препарат — это революция в области ревматологии, по моему мнению. Данный препарат, он, по моему мнению, может убрать у человека полностью заболевания, которые лечатся гормонально, то есть это васкулит, заболевания ревматоидный, артрит, полиартрит, любые заболевания, связанные с ревматоидными заболеваниями. Вообще хочу сказать, что данный препарат, помимо прочего, очень быстро и очень ярко выраженно имеет противовоспалительное действие. Создан он из яиц, которые лежали в инкубаторе определенное количество времени. Отдельно белок и желток были высушены леофильно, после чего в определенной пропорции между собой смешаны, и была четко выработана правильная терапевтическая доза, которая учитывается в данном препарате. Данный препарат — это капсулы. Вот вы спрашивали когда-то: Андрей Андреевич, есть ли какой-нибудь препарат, который может помочь при заболеваниях коронавирус? Вот он этот препарат. Трибетин и Instamax. Я считаю, что данный препарат при любых заболеваниях является первым и одним из самых лучших средств при лечении воспалительных хронических заболеваний и так далее. Чем бы вы ни болели, знайте, этот препарат для вас будет просто находкой. Это просто чудо. Ударились, воспаление, соя высокая, там онкология, все что угодно, противовоспалительное действие будет иметь вот этот препарат. Болюсы доктор Прополюс. Почему болюсы? Это шарики. Болюсы — это таблетки, сделанные в виде шариков. Эти шарики имеют очень приятный запах прополюса. Очищенный прополюс, без воска практически. Вот такой вот шарик, в нем тоже 10 миллиграммов. Все имеют разный цвет, сделаны из разного прополюса. Прополюс предварительно очищен, смешан с какао-маслом и выкатан в виде вот таких болюсов, которые я рекомендую тоже принимать. От каких заболеваний или при каких заболеваниях я рекомендую использовать прополюс? Итак, повышенная кислотность желудочно-кишечного тракта по одному шарику 2 раза в день. При заболеваниях почек, почечной недостаточности, при хроническом колите, при заболеваниях язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки, при гастритах, при гастрорефлюксе, при боли в желудке, боли с правой стороны, как средство, которое повышает иммунитет. При зубной боли приложить вот такой шарик к месту боли зуба, при гингивитах, при заболеваниях женских половых органов, при фибромах матки, эрозии воспалительных процессах шейки матки, принимать прямо вовнутрь, при кровотечении вместе с препаратом дисменора, при миоме матки,
при стимуляции функции почек, при почечной недостаточности, при авитаминозе, при заболеваниях верхних дыхательных путей, при истощении нервной системы, для укрепления иммунной системы. Великолепное средство при кардиосклерозе, сердечной недостаточности, сердечной астме, заболевании легких, заболевания лимфоденита, заболевания крови, стафилококков крови, при невралгии межреберной, при невралгии тройничного нерва, при отите, при заболеваниях панкреатита прополис помогает, при пародонтозе, при заболеваниях предстательной железы, при стенокардии, тахикардии, заболеваниях спинного мозга прополис применяют при заболеваниях спинного мозга. Это грыжи, листоз, протрузии дисков. Прополис является мощнейшим средством лечения легких, особенно во время туберкулеза. Тугоухость, потеря слуха, фарингит, трахеит, при менингите, при экземе, при псориазе, при мокнущей экземе на голове, при всех заболеваниях, связанных с желудочно-кишечным трактом. Таким образом, могу сказать, что теперь использование прополиса может быть легким и доступным для человека. При этом такой прополис очищенный можно принимать любому человеку, включая ребенка. Это совершенно безопасно. Совершенно не появляется аллерген на прополис, так как он предварительно очищен. Прополис очищен от непрополисных компонентов, от пчелиного воска и так далее. Великолепный получился препарат, очень рекомендую всем людям, которые за традиционную медицину. Для чего я сделал препараты Мумиё? Ведь Мумиё можно запросто приобрести и купить в аптеках. А вы знаете, часто назначая препараты Мумиё, я столкнулся вот с чем. Первое. Мумиё продается в форме, при которой необходимо дозировку каким-то образом выбирать. То есть это отрезать, отщипывать. Кто-нибудь пробовал на вкус Мумиё? Это невозможно съесть. Это настолько невкусная и неприятная субстанция. Еще второе. Когда я начал искать Мумиё здесь на территории своей страны, я начал сталкиваться с тем, что очень часто под Мумиё продают все что угодно. То есть это битум, это какая-то, не знаю, там жженая, я даже не знаю, что они туда добавляют. При этом, независимо от того, в аптеке ты купил или не в аптеке, то, что дают, совсем не похоже на Мумиё. Вы знаете, мы даже попробовали взять Мумиё, которое продается в определенных там капсулах, выдавливается, и после этого оно тоже такое тягучее. И когда начал я это Мумиё проверять и начали проводить исследования, оказалось, что в Мумиё есть даже канцелярский клей. Скажите, разве можно выпускать Мумиё, добавляя в эту субстанцию непонятного происхождения канцелярский клей? Сейчас я уже знаю, что такое Мумиё. Спасибо за это Анне и ее мужу Гребенщиковых, которые помогли мне приобрести в высокогорной местности Киргизии, в Кыргызстане, великолепное Мумиё. И, конечно же, сегодня я расскажу, как принимать, для чего принимать, что это такое. Я решил сделать Мумиё, чтобы это Мумиё было гранулированное. Каким образом? Это шарики. Каждый шарик имеет вот такой вот маленький размер. Не очень сильно пахнет, как обычное Мумиё. Оно не слипается. Все шарики имеют одинаковую форму. Похожи на грузило для рыбалки, вот, которое одевает рыбак. Принять его не представляет никакой сложности. И в каждой из вот таких вот болюсов, я их назвал болюсами, 0,1 миллиграмма этого Мумиё. Не 0,1 миллиграмма, а 10 миллиграммов этого Мумиё. Обычно это достаточная доза для одного принятия. Ну вот, допустим, я бы хотел, чтобы дети с эпилепсией, вегетосудистой дистонией, вот, дерганием лица, там, невралгией, дистониями, после ДЦП,
при там параличах всевозможных, при менингитах дети принимали мумиё. Но скажите мне, вот в том виде, как рекомендуют растворить в воде, добавить мед или растворить в молоке, я хочу вам сказать, если вы мумиё растворите в воде, то ребенка не заставите выпить. Потому что это самое ужасное лекарство, которое вообще можно когда-либо, ну или как-либо придумать. Выбирая мумиё, я выбирал из огромного количества предоставленного мне мумиё. Алтайское мумиё, киргизское мумиё, туркменское мумиё, из Узбекистана мумиё. Хочу вам сказать, что по моему мнению, и даже из Японии, и из Абхазии, я хочу вам сказать, что я выбрал все-таки киргизское. Почему я решил, что киргизское лучше? Проверяя количество микроэлементов, оказалось, что огромное количество микроэлементов, огромное количество органических соединений, огромное количество сапонинов, огромное количество ароматических масел и даже бензолов, которые достоверно улучшают состояние человека, я нашел только в киргизском мумиё. При этом не бешеный запах, при этом полностью очищенное. И дополнительное очищение и фильтрацию оно прошло в моей компании, и после чего я сделал вот такие шарики, болюсы. Они не слипаются между собой, они, если их рассасывать, полностью рассасываются. И я несколько слов все-таки скажу сегодня, при каких заболеваниях я рекомендую принимать мумиё. Итак, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенном заболевании 12-перстной кишки, по одной таблетке до еды, 1 таблетка мумиё заедает четверть чайной ложки меда. Далее, восстановление ослабленных органов. То есть вы сейчас прошли курс, кто-то из вас переболел ковид-вирусом, и сейчас у вас произошло ослабление органов. И я когда-то говорил, что человеку необходима реабилитация после того, когда он переболел каким-либо инфекционным заболеванием. Этой реабилитацией может быть мумиё. Во-первых, оно восстанавливает работу органов, устраняет болевой синдром, улучшает энергию, ощущение холода в теле исчезает. Дальше, я считаю, что мумиё является фактическим эликсиром молодости. Если взять таблетку мумиё и ее размочить с водой или с молоком, еще лучше, ну или со слюной, что еще лучше, или с белком куриного яйца, и нанести на абсцесс, который иногда может появляться, то это одно из лучших лекарств при лечении абсцесса. Считаю, что мумиё можно назначать детям и взрослым при аллергии. Можно назначать при отеке квинки. Очень часто человек не может назначить, при отеке квинки нельзя принимать БАДов никаких. И, конечно же, может помочь самое обычное мумиё, одно из самых лучших средств, и рецепт проверенный. У детей часто бывает, увеличиваются миндалины, появляется белый налет в миндалинах, вызывая неприятный запах во рту. Рекомендую мумиё принимать при малокровии, беременным рекомендую принимать, при апоплексии, далее при ревматоидном артрите, при полиартрите, при аутоиммунных заболеваниях, васкулит, при астме, при сердечной недостаточности, при сердечной астме, при детской астме, при неработающем кишечнике, при неработающих почках, почечной недостаточности, когда волосы между собой скручиваются, их нельзя расчесать. Дальше, при тиреотоксикозе, заболеваниях аутоиммунный тиреодит. Дальше, при заболеваниях цистит, при базедовой болезни, при гипер- и гипотиреозе, при любых заболеваниях крови, при хроническом бронхите, при перенесенном ковид-вирусе, при бронхите у детей, при вегетоневрозе, при
невротических состояниях, при психозах, венозной недостаточности, артериосклероза, при воспалении почек и при воспалении слизистой оболочки рта и слизистой оболочки десен, при гингивите, при воспалении верхних дыхательных путей, при воспалении мышечной ткани, миозите, остеохондрозе, заболеваниях почек, при хронической мигрени, при головной боли, при головокружениях, хронических головокружениях, при низком гемоглобине, говорила анемия, как сопутствующее при лечении псориаза, при гипервозбудимости детям одну таблетку давать 2 раза в день, при нервозности и бессоннице, при катаракте одно из лучших средств использовать мумиё, при глаукоме, считаю, что препараты мумиё прямо невероятно мощное воздействие имеют при лечении глаукомы и катаракты. При глиоме, нейробластоме, при глухоте, при заболеваниях воспалительных процессов ран каких-нибудь открытых, гниения ран, при тромбофлебите, варикозном расширении вен, при грибковых заболеваниях кожах, микозов, при отрубевидном лишае можно разжевать, наложить и выпить одну таблетку вниз, при грибковых заболеваниях стопы, при грибковых заболеваниях ногтей. При грибковых заболеваниях половых органов можно 1 болюс растворить в воде, он легко растворяется, провести спринцевание. При гриппе первое средство, при опухолях молочной железы, при нейродермите, детских диатезах, экземах, при депрессии, при кровотечении десен, при сахарном диабете 1 и 2 типа. Одним словом, препарат от всех заболеваний. Конечно же, почему люди его не принимают? Дело в том, что, еще раз хочу сказать, принимать его невозможно, оно очень неприятное. Обычно советуют еще рассасывать. Так вот, мой препарат сделан так, чтобы его не нужно было рассасывать. Для того, чтобы почувствовать, я вам обещаю, выпив вот такую 1 баночку мумиё, вы на протяжении года больше не заболеете никаким вирусным заболеванием. Также такие заболевания, которые у вас имеют хроническую форму, боязнь холода, холодовая аллергия, остеохондрозы всевозможных форм, какие-нибудь заболевания, там пониженный иммунитет, иммунная депрессия или иммунный дефицит. Рекомендую всем и каждому принимать по 1 таблетке. 1 месяц принимаете, можно несколько месяцев не принимать. В начальных стадиях любых опухолей, опухоль груди, опухоль щитовидной железы, миомы матки, рекомендую во всех случаях применять мумиё. Мумиё — это вещество, которое лечит 143 заболевания. Конечно же, рассказывать об этом препарате можно бесконечно долго, но самое важное — это качество данного препарата. Так вот, качество данного препарата я гарантирую, выпуская его в компании «Тибетская формула». Доктор Мумиё, болюсы от компании «Тибетская формула».